Крупнокалиберный перепал. У этого парня слишком большая отдышка. Смените ведущего, смените оператора, смените монтажера, смените музыку. Скукотища. Что это за свинка? Мы знаем, почему у тебя нет девушки. Что это за бишеп? 9 на 18. Стольная коробка. Лучше тебе не петь. Господи, читать такие комментарии можно просто выпилиться нахрен. But I'm angry. I'm a widow. What the hell doing here? Чёрта с два, блин, я в этом шоу прекращу петь. Только через мой труп. Эй, какого черта? А что это вообще за пушка? Мне ж, блин, не видно ни хрена. Как я стрелять собрался? Ладно. Бывало и лучше. Так, что-то у нас несохраненные данные. Шкура, не шкура, шкура, не шкура. Блин, да так рука может устать передергивать шкуры. Кстати, Дезерт Игл тоже тяжелая вещица, от нее тоже может устать рука. Задница затекла. А знаете почему? Потому что пришло время ее размять. В общем, Дезерт Игл можно пострелять только в одном месте в России. Знаете где? В крытом клубе «Объект». В крупнейшем крытом клубе «Объект». И сейчас я вам объясню, где это. Стрелять из револьвера Смит Вессон или карабина АУК или Таурус – все это вы решаете сами. Это один из самых крупных стрелковых клубов в мире. И именно здесь вы можете пострелять из Дезерт Игл. И больше нигде. Кстати, за моей спиной находится магазин-мастерская, где кастомизируют крутые АРки. И только здесь можно купить такую супер навороченную штуковину. По ссылочке в описании переходите в клуб «Объект» и окунитесь в мир самых необычных впечатлений. Потому что здесь вам не обязательно учиться тактической стрельбе. Самое главное, что здесь вы получаете эмоции. Ну, вы понимаете, о чем я. Точнее, возможно, не понимаете. Вы думаете, что это горох, а это не горох, это нут, это разные вещи. И да, когда кто-то из вас пишет, мол, у оператора трясутся руки, он думает, что он то ли бухает, то ли у него тремор и все такое. Этому парню и этому парню Серьезно? пришлось пережить немало взрывов, так что сколько взрывов переживет Дэдпул, мы проверим дальше. А сегодня мы проверим из Дезерт Игл, сможет ли он выжить вот за такой вот нутовой фиговиной. Получится нутовая паста или нет? Я ведь в красном, потому что, чтобы крови было не видно. Шучу, я это уже говорил. Соседи такие, знаете ли, вечно шумят. Что-то с этими блинчиками не так. Потому что если вы подумали о том, о чем вы подумали, потому что вы подумали, что это тесто, это не тесто. Это нечто другое. Но консистенция, в общем, та же. Вот дерьмо. Чем сильнее я бью, тем больше сопротивления. Что это может быть? Кто бы мог подумать? Сделай эту неньютоновскую жидкость горения. А вы знаете, каково пришлось оператору, который сейчас снимает, и у него тремор? Руки трясутся, то что он всю ночь глину месил. Если вы понимаете, о чем я. Короче, будем стрелять по этой штуковине. Неньютоновская жидкость. Чем больше усилий, тем больше сопротивления. В темном море тонут лодки и большие корабли. Если хочешь солнце вместо лампы, хочешь воду вместо ньютоновской жидкости, сейчас я вам продемонстрирую. Собственно, это вода. Самая настоящая вода. Останавливающая возможность у нее какая есть. Или способность останавливающая. В общем, сравним горох практически воду и практически не ньютоновскую жидкость. И пистолет. «50 Action Express». Да, именно так называется этот патрончик.
Здесь экспансивная пуля, и при попадании в поверхность ее площадь контакта будет увеличиваться, то есть она будет так раскрываться, потому что здесь есть такие насечки. Да, заряжаем вот сюда этот охренительно здоровый патрончик и будем стрелять. Вот в тот нут, тот, что Горохом я назвал. Тут, в общем, такой газоотводный механизм. Практически это уменьшенная версия М16. Я знаю, вы скажете, что за чушь ты несешь. А я все время так говорю. Погнали. Ой, извините. А еще говорят, музыкальный супчик получается из гороха. Но музыка, симфония Баха тут прозвучала только что. Если я запущу руку внутрь, то оно будет, конечно, высыпаться. Ха, гороховый бронежилет. Ну надо же, а? В гороховой вот в этой вот мешанине я не смог обнаружить пулю. Может быть, она там и есть, я сейчас пересыплю. Но мне интересно, куда она полетела? Вверх вытолкнулась, еще что-то. Я развернул вот эту вот штуку по-другому немножко, диагонали. И выстрелю еще раз. В общем, заряжаем еще один патрончик. 50 Action Express. Вот таким вот образом. Смотрите-ка. Раз, два и три. Поехали. Работает. Смотрите-ка, это гороховый камнепад. А вот, собственно, и пуля в этот раз. Вот она. Горяченькая, зараза. Смотрите, что здесь стало. Экспансивная пуля. В общем, даже и не успела раскрыться, потому что она такая, типа, что это такое? Это, знаете, как история со спротивляется. Ты такой, типа, оу, добирался, а там, оказывается, добрый вечер, сельский туалет. Что насчет пробития? Оно, в общем-то, в этот раз есть. И посмотрите-ка сюда, какая внушительная дырища, блин. Не какое-нибудь там отверстие. Свинка Пеппа бы оценила такую ситуацию, мол, накрыть крышечкой. Прям такая маленькая ванночка для свинки Пеппы. Но она сегодня не с нами. Она ждет меня дома. Всегда приятно, когда тебя кто-то ждет. Одной рукой буду стрелять. Дэдпул ведь не сдается. Вот это я понимаю. То, что нужно. Ходят кони к водопою. Обожаю любителей айфона. Такие, как я, кстати, обращаются к ним очень хорошо. Куча взрывов, вода и все такое. Но он выживает. Хотя это шоу не для выживальщиков. С водой все понятно, двигаемся дальше. Один к одному крахмал начинает потихоньку проседать. Значит, чуть ниже нужно ударить, потому что чем больше сопротивления, тем больше поглощает она энергию пули, возможно, в себя. Но это не точно. Сейчас самое время это проверить. Каково это быть Дэдпулом, который прячется за... О, я понял, почему Дэдпул. Типа он все время погибает. Вечно погибающий. Полный дед. Что ж, самое время разобраться раз и навсегда с
с неньютоновской жидкостью. Здесь и сейчас. 3, 2, 1. Это что там, жидкость падает с потолка? Неожиданно. Я попал значительно выше, нужно значительно ниже. Вот, кстати, выглядит как рубашка. Она отлетает назад, поэтому лучше сильно близко не стоять. Слава богу, я стою в достаточном расстоянии, чтобы не попасть в ее сектор. Да неважно. Моя задача попасть чуть ниже. И проделать еще одно отверстие. Нравится этот звук? Оператор не болтает лишнего. А жидкость-то, блин, превратилась в кусок песка какой-то. И вот это уже интересно. Смотрите, какой твердой она стала практически. И я вычерпал фактически всю жидкость. Но вот так вот оно, понимаете ли, действует. Неньютоновская жидкость. Но испытания не окончены для Дезерт Игл. Для айфона, возможно, уже все. А вот для Дезерт Игл еще сковородка. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди, нельзя любви, земной любви. Типа я был так, пел бы и все такое, я меня бы олимпийский, короче, рукоплескал. Мне не подошла сковородочка, ни под блинчики, ни под что еще другое. Да и повар, честно говоря, так себе. Так что с одной руки с 50 Action Express, с одной руки, с одной достаточно больной головой мы стреляем. И делаем это на счет 3, 2, шучу. Бум! Фух! Обожаю этот запах. Запах свободы. Кстати, во многих фильмах Дезерт Игл действительно используется. А на боку моего пистолета написано Дезерт Игл. Но в практическом смысле им не пользуется практически никто. Ну, кроме клуба «Объект», где вы действительно можете очень круто настреляться даже из Дезерт Игл. И отдача не такая уж и большая, как они говорят. Вот такое внушительное отверстие. А что самое прикольное, что неньютоновская жидкость выдержала, смотрите-ка. Если бы мне долбанули сковородкой с такой силой, из 12,7, я бы, наверное, завалился так, что не вставал бы несколько суток. Но я, слава богу, в добром здравии, потому что неньютоновская жидкость доказывает свое название. Типа, как святой по воде можешь ходить, и ничего с тобой не случится. Это, кстати, идея для будущих роликов. С вами крупнокалиберный переполох. Ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. И не забудьте очки и уши, если придете в объект. И последний разочек садану я для того, чтобы второй глазик появился.
Поехали. Ну надо же. Я попал в две цели одновременно. Но это не глазик. Чем бы заняться первое время? Найти себе шкуру оленя. А может быть, добыть эту шкуру самому? Кстати говоря, Дезерт Игл был предназначен для охоты на медведей. В общем, это романтическое, восславленное во всех кинофильмах американских, прекрасное, красивое оружие. И пострелять из него вы вполне себе можете, прям хоть сегодня. Переходите по ссылочке в описании и в крупнейший стрелковый клуб «Объект» заваливайтесь и говорите: мы тут от крупнокалиберного переполоха, парни говорят, тут Дезерт Игл завалялся. И, возможно, не один. Так что, парни, вы знаете, что делать. А я пойду поищу себе новую шкуру.